время без 6 часов. Как 7? Так, 7. Уже 7? Без 10 7. Что в зале, что ли, откроют их форточки? Тара-та-тара-тара. О, лонг видео. Здорово тебе, дружище. Здорово. Сегодня ты первый. Да. Здравствуй. А чё, появились деньги? Я шучу. Ты не подумай, что ты сейчас скажешь, о, когда зашел этот сразу бабки требует. Че кого так машина бабахает? Я пошутил. Вот. Амурч. Привет, зайчик. Привет тебе, привет, Амурч. Пока что не. Да шучу я, лонг. Как будут, так. Я же никого не заставляю, что я пою от души. Ну и от донатов, конечно. Не откажусь, да. О, конечно, бабло на стол. Диночка, привет тебе, радость моя, привет. Не, ну а что, дают, бери, бьют, беги. Ну. Че нет-то? Как дела? Нормально. Вот. Нормально дела. Пусть дают, никогда не надо отказываться. Я и не отказываюсь, Дин. Кто отказывается от денег? Ты че? Как погода? Замечательно. Владик, поставь чайник, а? Погода изумительная. Вот. Нормально. Анжела, Горлова, Турция. Здравствуйте, здравствуйте, Анжела. Здравствуйте. Спасибо, что зашли. Танюшка наглая. Танюшка, приветули. Здравствуйте. Привет, медведь. Залепить шучу, я не знаю. Ну почему холодная луна? Мерген КЗ. Здорово. Здорово. Мерген КЗ с Казахстана, да, человек? Понятно, понятно. Как ты там, Тань? Нормально? Выздоравливаешь? Давай, скорейшего у тебя выздоровления. Я уж так соскучился по твоему голосу, обалдеть. Кстати, надо написать уже. Вот что-то моих нет нифига таких, которые у меня в WhatsApp в группе. Нормальдей, ну и нормальдей. Ну вот. Прям погода шепчет. Сегодня один выходной. У меня был шеф, мне сегодня позвонил, говорит, все, завтра Инарбайтеншпиллер фон Бруф. Зачем мне этот выходной давал, я не понимаю. Ну вот. Так, а что, как написать-то в группу? Че моих-то нет? Ни Насти, ни Сережки. Я что-то не понял. Вообще. Так, подвинем чатик чуть-чуть сюда, вот так вот. Раз. Мерген КЗ. Это кто у нас? Давайте знакомиться, что ли. У нас +5, снег валит. Мама. Моих нет. Ну, Дин, я имею в виду, кто вот в WhatsApp в группе. Я знаю, что вы все мои. Не принимай все близко к сердцу, а то сейчас начнется. Дина, ты ж поняла. Я вас всех люблю. Только меня, сука, никто не любит. Где снег? В Мурманске. Вот. Это у них в Мурманске. Так надо написать. А что это? Ребят, что-то нифига не. Так. Вот так вот. Сейчас мы напишем.
То обычно Сережка первым делом заходит, а тут раз и... Ага, люблю, когда все с зубами к стенке. Да ладно, ну началось. Чё началось-то, ну? Шо началось-то? Зиночка злая. Зиночка злая. Кого ждем? Директор Крыма. Директор. Кеша, ты что ли, я не понял? Мишане, привет, Ули. Привет, Алевтина. Вот это директор. Директор Крыма. Меня еще так не называли. Привет всем. Вот Настюша пришла. Где ваша балалайка? Балалайка, я не знаю, я на балалайке играть не умею. Ну вот, Мерген. КЗ. Вот. Ланочка. Меня, да, привет, ребят, привет. Научим. Дина, тихо. Балалайка. Мишаня, научись на балалайке, ага. На балалайке бы я еще не играл. Мне гитары на всю жизнь хватит, чтобы на ней учиться. Ну чё, поем? Давайте. Дина. Так. Зина. Хорошо, хоть не Мариванна. Мариванну хочу. Да. Танюш, может это? Кузнечика, а? О, Юра, здравствуй, Юра. Да, как обещал, так и зашел. Молодец. Директор Крыма подписался. Спасибо, спасибо, директор. Я так понял, директор Крыма. Директор, спасибо за подписочку, спасибо. А где Таня у нас? Таня где? Таня! О, Женек. Да, я зайду обязательно. Я зайду. Только после стрима, ребят. Вот, все, вот у меня оповещалка вышла. Спит кузнечик ни к чему. А я прям, Танюш, я прям это самое. Мне так это запало. Я ее и в зелке уже спеть сумел. Так, нет, а твои глаза рисуют любовь. А, точно же, да. Я ж ее вам упел, Ланочка. Лана, где твое гав? Господи, давай. Че давай? Так. Че давай, Танюш? Давайте вот это. А твои глаза рисуют любовь. Это вот Ланина, походу, любимая песня, да? Вот это вот. Ну попробуем. Так, ну мне, вы помните, да, и мне перевернется, листик перевернут. Блин. Засыпаю и вижу тот сон, что в кого-то я сильно влюблен, но никак не могу ей об этом сказать. И приходится мне убегать, убегаю я, и мысли рассвет, почему не сказал ей? Это след, когда уходила она с другим, и остался я теперь один. Да что ж такое? А твои глаза рисуют любовь, а твои глаза шепчут мне вновь. Почему же ты не подходишь ко мне? Почему же ты не расскажешь
мечты. Но однажды я силы набрал, подошел я к ней, все рассказал, как же сильно я ее люблю, и жить без нее я не могу. Смотрела она мне прямо в глаза и сказала, что тоже любит меня. Но теперь, любимый, ты опоздал, слишком поздно мне все это сказал. А твои глаза рисуют любовь, а твои глаза шепчут мне вновь: почему же ты не подходишь ко мне? Почему же ты не расскажешь все мне? Как же сильно ты любишь меня? А потом спроси, люблю ли тебя, чтобы мысли все развеять твои. Я также развею твои мечты. Ты, сука, тут приходится переворачивать этот листок. Вот. А твои глаза рисуют мне смерть, и теперь хочу я улететь, улететь туда, где нету мечты, улететь туда, где нету любви, чтобы жил я там на небесах и парил себя в облака, и тебя забыл бы я навсегда, ведь так сильно я ненавижу тебя. Так, не надо никого никуда забирать. Дина, что это такое? Настюха, мы идем в Има смотреть, как вареники готовятся. После стрима все будет, после стрима. Чуть такой, модератор ты моего еще заберешь. Ты че? Миш, звук какой-то нечистый. Я знаю, у меня очень чувствительный микрофон. И вот что с этим делать, теперь я не знаю. Так, если мы убавим сейчас, значит так. Тихо, отомри. Если мы тут убавим, значит, меня сейчас... Так же? Все так же, да, походу? Только чуть-чуть стало тише, да? Я никуда не уйду, я с тобой, Миша. Молодец. Так же, походу. Ну, так же. Я не знаю, у меня очень микрофон чувствительный на веб-камере. Гитара дребезжит, ага. Ну, хер ее знает, что делать. Я не знаю, что мне делать. Может быть, мне низкий убавить здесь. Что будет? Нет, тогда надо будет прибавлять. Так. Наталья, привет. Тебе, Наташ, привет. Что, так же, ребят? Струны натяни. В смысле струны? Если бы у меня струны были растянуты. Моего хорошего. Спасибо, Сереж, спасибо. Если бас вообще убрать. Пойдет так? Вот так, наверное, лучше. Басов много было, да? И можно, наверное, высокие прибавить. Как вот сейчас будет, смотрите. Наверное, лучше, да, ребята? Ой, спасибо. Наверное, микрофон эхо дает. Я не знаю, честно. Ну так сейчас лучше, сейчас дребезжание. Или так же все? Да ёкарный бабай, да ответьте мне на это. Я что, вам просто так играть? Ну и все, я басы просто убрал, походу. Вот. Со временем куплю себе, короче, чуть-чуть получше. В смысле чуть получше, Дина? Нормально сейчас. Во, все.
Танюша, привет. Катюш, привет. Нормас сейчас, Миш. Все, вот это офигенно прям вообще. Так, значит, мы сейчас прибавим тут громкость. Не будет он выходить за... Ну и все, более-менее офигенно слышно. Что сделать, если эти дни нормально? Дин, ну у меня же новая вебка появилась. Мне задонатил Ваня, что-то я его не знаю, третий день уже его не видно тут на стриме. Мою оборону давай. Господи, Жень, какую оборону? Напомни, пожалуйста, дружище. Да, Женька, здравствуй. Просто смотри, сколько народищу. Я рад, что столько офигеть людей зашло. Вот. Оборону, господи, что спеть-то? Вот поэтому, Дин, ну так, у меня же новая вебка, ты смотри, как мне четче стало видно, все морщины, сука, правда, видно уже, все вот это вот, здесь, вот они, морщинки. Ну, старость не радость, конечно, ну, что сделаешь? Да ладно, что? Где наша голубушка? Верочка, что не знаю. Пластмассовый мир победил. Господи, Жень, ты чё? Похудел ты. Кто? Я? Я такой всегда, я в одной паре. Амурчик, если что. Такой худ. Я из-за этого даже в армию не попал. Но мне еще на почке какая-то херня нашли на почке. Вот. Да. Из-за этого в армии не был. Не был, чё, не был. Жень, что ты пишешь? Пластмасса, что-то пластмассовый мир победил. Какой пластмассовый мир? Блин, мне надо еще акустику теперь приобрести. И будет нормально вообще. Да, гитару слышно. Самое главное, что гитару слышно. Как если... Ух ты. А так... Ничего себе. А вот так, может, лучше? Вот так вот она заглушает, а если вот так. Я тебя все равно найду. Вот так, Катюш. Как? А? Так лучше. Все, я понял. Ну да, потому что это что-то как-то слишком высоко. Так. Короче, на втором будем. Да, вы говорите, ребята, если что-то не так. Я ж не слышу. У меня это самые наушники. Ну, я не слышу. Что тут? Ну, сам себя я не слышу, естественно. Но... Ну чё, поем? Что-нибудь поем? Милая зеленая или чё? Дина ушла, походу, да?
Дина тут. Поехали. Не так. В комнате один я смотрю на звезды в окнах. Посмотри на них. Если хочешь, даже с неба. Ты в Ростове, да. Ну а я в Чечне скучаю. Посмотри на них. Посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Может быть и ты, как и я, там повстречаешь. Ты меня найди, а при встрече мне расскажешь, как меня ждала, как по звездам ты искала, как меня нашла, как от радости рыдала. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя. Да, здорово, Олежек, здорово, братиш, здорово, здорово. Молодчина, Миша, привет. Да, Олежка, здорово. Молодчина. Я знаю. О, поцелуйчик прямо на носу. Так, чуть-чуть. Вот так вот. Как погода у вас? Так, у нас тепло. Переменная облачность. Вот. Да. Да, вчера я рекорды все абсолютно побил. 5 часов, что-то 16 или 5 часов 26 минут. Не помню. Но это думал, люди заходят, чтобы только я попел, а оказывается нет. Оказывается, можно еще и поговорить. И вот я, короче, сидел, 3 часа я пел, и 2 часа с лишним я сидел, просто с ребятами разговаривал. Обалдеть. У нас дожди. Вышли мне тепла, Мишка. Танюш, приезжай. К чему это сказал? Ну ладно, короче, у нас плюс 26, нифига себе. Королева снежная. Нет, Дин, я не знаю эту песню. Всем приветик, Михаил, приветик. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Вот люблю таких людей, которые, если сказал человек, что он зайдет, он зайдет. Вот, Оля зашла. Я рад. Вот, Наташ, ты вчера ушла, я же спросил, какую песню тебе нравится в моем исполнении. Помнишь, я тебе что-то там пел? Боже ж ты мой, Маргарита опять пришла, обалдеть. Маргарита, привет. Че, кастинг прошла, нет? Кастинг на шоу «Голос». Конечно, ну вот, Оль, я тоже вот, да, люблю таких людей. Кобякова можешь, я даже не знаю, кто это такой, Кобяков. Завтра у меня нет тупил. Понял, Маргарит, я понял что. Так, Наталья, где у нас Наталья? Что там за песня, я спою, потому что я помню, Наташке какая-то песенка нравится. Какой кастинг? Кастинг в Бигалайф, Сереж, в Бигалайф. Мне все ваши песенки нравятся. Нет, Наташа, я помню, какой-то специально для вас пел.
Вот, потому что почти у каждого человека, у моего пользователя, особенно у стареньких, которые с первого моего стрима сидят, да, с самого первого. Вот, например, Сережа, вот Настя, модераторы, вот Дина. У них у каждого песни есть своя, как бы, я каждому знаю песню. Вот я знаю, что у вас есть песня, я не помню, забыл просто название. Ритуль, приезжай на вареники с... Ох ты, ёкарный бабай. Привет, студент. Про глаза. Про глаза. Какие глаза? Песенка. Милые зеленые глаза, что ли, не помню. Я только сейчас ее пел, Маргарита. Минуты 3 назад. Прикинь. А Дина, тут Дина, ты когда со мной будешь петь? Что-то я не понял. У меня сейчас на данный момент там 23, что ли, приглашений. Миша, сбацы петлюру. А Олежек, какую песню? Вообще не вопрос. Какую? Говори, какую. Мишка, ты сможешь песню, которую писал? Домой, когда приеду, я тут без наушников, я понял. Так, обнуляй, спой. У тебя есть одна песня классная. Все, уже поздно. Так, ну первый Олежек написал, потом, Танюша, обнуляй, споем, обязательно. Так, моя оборона, пластмассовый мир победил. Макет показался сильней. Господи, моя... Что это такое вообще? Я не понял, Жень. Это, походу, песня, слова из песни даже. Я ее даже, походу, вообще не слышал. Олежек, какая песня классной петлюрой? Может, темная вода? Темная вода. Тара-тара-тара. Ну давайте, если любую, значит, поем темную воду этого петлюры. Так, стой. Новая тетрадка. Да, давай. Ну все, сейчас мы ее споем. Дальше попрем потом. О, моя оборона. Господи, что это такое? Я надеюсь, гитару слышно, да? Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, ты ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты меня теперь уже не облюбуешь, и не буду я ловить косящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, что ты любишь, а ромашка даст
Так, мои солнышки, здравствуйте, добрый вечер. Михаил, всем привет, кто в чате, всем прекрасного настроения, спасибо взаимно. Вот. Спасибо, спасибо. Миша, браво, поешь классно. Спасибо, Оленька, спасибо, спасибо. Я рад, что кому-то нравится мое пение, это самое главное. Вот так вот. Тихонечку поем, да, поем, вот для ребят поем, днем работаем, естественно, вечером поем, отводим душу, так сказать. Очень смешно мне настроение. Настроение огонь, Танюша, это хорошо. Я вот прям рад за тебя. Рад, очень, очень рад. Да, надо смеяться, ребята. Смех продлевает жизнь. Ну, так что, Мишка, Сереж, да, я слушаю тебя. Дальше ты сразу пиши одним предложением все. Ну так что, Мишка? Ну дальше, Сереж. Обнуляй. Душевно поете. Спасибо. Мои солнышки. А как ваше имя, мои солнышки? Потому что, как-то по нику называть, я что-то как-то... Я привык людей называть по именам. Да. Обнуляй ее. Мы в 2 гитары валили. У меня пальцы болят до ужаса. Я просто по свадьбе мне в 2 гитары валили. Жень, я понимаю тебя. Так, ладно, всем хорошего общения, я уехал. Давай, Сереж, спасибо, что зашел. Ну вот, у меня работа. Да я понимаю, что у тебя работа. Так, чё, обнуляй, Танюша, ты пошла? В смысле, куда ты пошла, я не понял. Куда ты уходишь, Таня? Ну как, я так не играю. Ах. Смотри, Таня, а если я не спою ее, ты не уйдешь на процедуру? Блин, мне ж чай надо попить, хоть сынок мне принес. Я в любом случае уйду. Да я шучу, я понял. Обнуляй. Обнуляй. Спасибо, спасибо.
а вместе мы сильней. Будь моей, на все забей. Ты моя, такая нереальная. У нас одна параллель, а на дне много камней. Будь моей среди этих морей. Ты моя, та самая. Все, что было до меня, обнуляй. Жизнь море, ща поныряй. Только ты давай мне доверяй, и мы телепортом с тобой прямо в рай. Ты там, о ком бьется в моей груди, и я улетаю. Вот такой вот мой тупой припев о любви тебе. Да, такая песня, это не шляпа, это песня Скиф Сарматов. Здравствуйте. Я рад, что вы заскочили на мой канал. Вот, мы тут песни поем. Ну, я пою, все подпевают. Да, что за шляпа? Вот мне тоже интересно вот это вот. Скиф Сарматов. Что, говорит, за шляпа? Сергей, мне очень смешно. И в этом мои солнышки классно, браво. Да ладно, что, вон, видите, какие комментарии пишут. Что за шляпа? Он, наверное, зашел, думал, тут ёкарный бабай, оборудование 1,2 миллиона. Вот и сидит какой-нибудь Александр Пушной поет, да. Сейчас посмотрим, что он ответит. Скиф. Асенька, музон. Прикольно, Настенька, музон, говорит. Да. Серег, я ж слов говорю, не знаю, серый. Че оно у тебя в голове крутится, что ли, это? Мне проще Медузу тогда сыграть, чем эту границу. Пой, Миха, пой. О, уже не шляпа, походу, да. Да это свой, походу, кто-то, я не знаю. Под другими тапками. Хотя это только в залке. Ладно. Да, крутится. Пой Медузу. Че, серьезно, вы что, ребята, в натуре Медузу вам спеть, что ли? Это один куплет только знаю. Так, нифига себе, 40 минут уже. Сейчас я, значит, вам Медузу спою, да пойду. Да пойду это додымну немножко, да, по чуть-чуть, а то ни хрена себе 40 минут. А любовь как сон стороной прошла, а любовь как сон, а любовь... А, там где клен шумит, да. Мы с тобой звездопад, 2 билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняли города, обстоятельства на сон, откровенное вчера. Ты сегодня мне никто, отпечатки на руках, заводной магнитофон, время быстрая вода, утекающая вон. Что не видит в небе знак, потеряет 8 ног, снова в небе пустота, а в медузе осьминог. Медуза, 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 мы друзья, мы друзья. Медуза, 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 мы друзья, мы друзья. Не по-доброму боясь, сжимаю на ковром, убиваю твоя грязь, она падает. Ну, короче, ладно, идите, поблюйте, я пойду курну.
Елена Нежная, Леночка, здравствуй, 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 спасибо, что зашла. Вот, ох, нифига себе, человек. Конечно, конечно, о. Это, Михаил, помните? Естественно, помню, ты чё? Мишка, иди покури, да. Лайк 17, спасибо, ребят, спасибо. Так, ну что там, Скиф? Скиф, где у нас? Дружище, если понравилось, подписывайся на канал. Ну, конечно, если понравилось. Хотя, может быть, это свой какой-нибудь человек. Пахан, Паханович. Здравствуй тоже. Привет всем, ребята. Сейчас я пойду дымну, буквально 5 минут. И что тебе показать? Просто у меня зачесалась шея, вот. Не подумайте, ничего такого. Где ты это нашла? Где ты нашла это, ладно? В смысле? Скиф, подпевай. Вот это мне вопрос сейчас. Это нашла. Медуза, за. Да, походу этому человечку тут не нравится. Ладно. Мыться нужно. Женя, ладно, короче. Да, в принципе, что, на вкус и цвет товарищей нет. Кто любит гитару, кто не любит. Так, ладно, сейчас я вам что-нибудь включу и пойду подымлю. Так, это группа «Любой, позови меня». Ага, дальше будем, значит, мотать. Вот это вот включим вам. Ребятки, руки на стол. Да. Где тебя Иржан почикал? Где тебя Иржан почикал? Господи, кому вопрос? Вообще ничего не понял. Так, ладно, все, я пошел курить. Тебе моя последняя любовь кладу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь и губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так из юности привет. Храни его на письменном столе, Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде.
Голос красивый, внешность. Да, Танюш, она несколько песен со мной пела, это Оля, она с Казахстана. Вот мы как-то с ней общались в этом. В Одноклассниках, потом ее ломанули, короче, взломали аккаунт. И там их, походу, рассылка, там, типа, скинь 200 рублей. Короче, я сразу понял, что это не она. Но она выступает, там все серьезно. Не чита мне, там, сижу тут, играю там на гитаре вечерами. Мишка, скинь ее координаты. А у меня нет координатов, Женя. У меня координаты были только в Одноклассниках, ешни и все. Ну вот. Она с Казахстана. Да, я тоже сказал. Я понял. Вот. Хреново. А можешь сыграть автономку или 9 отсек? Наташ, я таких песен пока что не знаю. Пока что не знаю. Так, Андрей на работе. Штиль, ария. Да какой штиль, господи, Жень, ты чё? Ну и песни ж трехаккордные все. Он как часто или редко донатит? Ну как? Как настроение у людей и деньги появляются. Не знаю. Я ж не принуждаю никого, я ж просто так песни пою. Ну, вот. За просто так. Вот. А кому нравится, те донатят. В смысле, всем нравится, наверное. Ну, у кого есть финансы, те и донатят. Не, ну вы правы. Ну вот, я про это тебе и говорю. Раскручивается пока что же. Да, Жень, да ты чё раскручиваться? Думаешь, я раскручусь, что ли? Я, скорее всего, душу тут отвожу. Вот. Днем работаю, а вечером тут. Потом только за бабки. Никогда такого не будет, Женек. Ты чё? Шутка. Я своих друзей предам. Скажу, все, ребята. Такой, да, охеревший сижу. Так, короче, все. Миш, спой там, милые зеленые глаза. Косарь. Никогда такого не будет. Арсений, здорово, здорово. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза как море, словно ночь твои ресницы. Твои руки словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, и ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Я тебя нашел случайно, я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза как небо, словно ночь твои ресницы. Твои руки словно крылья, крылья одинокой птицы. Кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся,
Привет, Леночка, Ким очень хорошо поете, приятно слушать. Спасибо, ребята, что вам нравится. Спасибо, Арсений, здорово. Человечек, в скобочках, БС тоже здорово. Парни, здравствуйте, ребятки, привет. Вот. Я жду там видюшку, да, с моим каналом, короче, да, в профиль. Ну, ты понял, про что я тебе говорю. Настя, я с вами, да, это хорошо. Число дьявола, 3 шестерки. Да ладно, это всего лишь, ребята, всего лишь цифры. Это всего лишь цифры, это все бред. Как я прикалываюсь, да. Самая страшная примета, это когда черная кошка переходит дорогу тебе с пустым ведром, в котором разбито зеркало. Я просто не дам, я понял. Настюш, ты что там все? Пирожков налепила? Давай уголек или мельницу? Давай уголек, иди в мельницу. Иди в мельницу, уголек. Давай уголек, да. Арсений, вопрос к тебе. Стрим будет? Арсений, будет у тебя сегодня стрим? На всякий случай. А то что ж, бывает же. Вот так вот. Каких пирожков? Вареники. Ну, вареники, ну. Пока, Наталья, спасибо, что заходила, да. Забегай еще. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. И больше не жаль себя, сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя. Сгорела душа, потух пожар. Поздоровались там люди. Здравствуйте, всего самого-самого хорошего. Вот так вот.
Все, прям все. Да все уже поставили, что, человечек, дружище, все поставили уже лайки. Да, я думаю. Хм. Та-ра-та-та. Та-ра. Давай, Насюш, давай, через 3 минуты вернешься. Хорошо, я жду. Я жду тебя. Я вижу, что ты тут вижу. Так что вот так вот. Играем тут, песни поем. Потихоньку. Да. Как умеем, так и поем, в принципе. Миша, слушай, хорошо поешь, браво. Спасибо, Ольга, спасибо, спасибо за оценку моего пения, да. Ну вот. Там, кому будет интересно, пошаритесь по моему каналу. Там этих песен, мама дорогая. Стримы-то я начал стирать, потому что, ну, толку-то от них, их никто и не глядит. Вот. Ну, так глядят вот в режиме прямого эфира. И все. А потом так зайдут, может кто-то перелистывает, не знаю. Так что их сохранять, ну, смысла нет. Ну, есть там несколько стримов, я их сохранил. А так песни с одного музыкального приложения в основном. Так вот. Че, кто откуда? Я с Саратовской области, Россия. Саратовская область, Дергачи, Российская Федерация, планета Земля. Вот уже час стрима прошел с вами, обалдеть. Да. Да что такое час? Это вообще ни о чем. Когда никого нет, другое дело. А когда вот сидят люди, то время летит незаметно. С Сахалина. Прикольно. Брестская. О, а Женька, ты тут. Как вы думаете, когда у вас будет 1 000 000 подписчиков? Песенка есть такая. Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой, ла-ла-ла-ла. Да никогда, ты что? Какие 1 000 000 подписчиков? О чем ты говоришь? 1 000 000 подписчиков.
Вот так вот. Таганрог, Сахалин, Беларусь, Брестская. А, Женя, да, Беларусь, Брестская. Я понял. Блин, скоро осень. Дожди, слякоть, блин. Почему тут не круглый год лето, а? Да? Я вообще осень не люблю, и зиму не люблю. Вот, только люблю лето. Ну, опять же, лето, смотри, какое, где это у нас жарище, там, я не знаю, там плюс 40 бывает. А я с Казахстана, прикиньте. Ну и ничего страшного, что тут такого. Женя, а что ты любишь зиму? Что в ней хорошего? Что? Скажи мне. Обожаю. Ну что хорошего в зиме? Хоккей. А, ну да. А когда на улице работаешь, а вот, металл режешь. Знаешь, как прикольно. Все мерзнет. Даже шланги лопаются. Я не люблю это, значит школа. Ну, школа, чё? Я и зимой, и летом в холоде работаю. А, школа. Я бы сейчас с удовольствием пошел бы в школу учиться. Вот правда. Наслаждайся тем, что в школе ты еще учишься. А потом школа закончится, начнется работа, учеба, работа. Нет, Женя сидит. Кто еще у нас? Ну, наверное, втроем. Посмотрите там онлайн, сколько сидит. Я же не вижу. Я через ОБС. -ку. 6 человек. Вот, пожалуйста, 7. Во. Так что вот так вот. Я не люблю ни зиму, ни весну, ни осень. Я люблю лето. Да. Вот так вот. Мать что-то там по телевизору смотрит. Матом ругается, ужас. Настюша, ты куда убегал-то, я не понял. М? Так надо посередине сесть. Просто я и Евгений писали. А, ну, ребят, что, слушают просто, писать нечего. Вот. Надо было кое-что с телефона на ноут скинуть. Ага, вон оно что. О, я сейчас. Давай, возвращайся. А я, наверное, пока еще раз пойду подымлю. Да, Настюш? Ты пока подумай, что мы будем сейчас петь. Угу. Прям сейчас что-нибудь включу. Так, девушка просто куколка. Это мы смотрели только что. Вот она опять. Не так вот открыть ее здесь. Хорошо. Ну вот и хорошо, что.
Да, я вернулся. Тара-тара-та-тара-та-та. Тара-тара-та-тара-та-та. Настюшка, ты тут смотрел? Сбрил. Усы. Забери меня. Знаешь? В смысле знаешь? Ты что, уже забыла? Что я знаю, что я не знаю? О. Настя! Привет, Оля. Чуть реагирует на руку. А камера непонятная какая-то. Привет, Настюш, привет. Забыла. Ну ты вообще, ёкарный бабай. Скоро зайдешь, скажешь, господи, кто это сидит, какой-то гитарист. Вообще, что-то знакомое, розовая какая-то гитара. Молодец. Этот день сгорел дотла, пеплом падает листва, и ночь зажгла огни столицы. Страстно небу отдаюсь и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро бездна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой, и без любви, и без ответов. Забери меня, 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 забери меня. Короткая. Ну там что-то еще проигрыш, потом первый куплет, припев. Слушал авторскую, нормально вышло. Спасибо, Настюш, спасибо, что оценила. Человечек. Я тут. Молодец. Вернулся, это хорошо. Это здорово. Да. О, Тёма, здорово. Чё ты сегодня поздновато, братан? Вы что там, сидели, угорали, да? Как шеф со мной разговаривал. С чего он решил, что я там на стаканягу присел? С какого-то перепуга. Артем, привет. О, все, началось тут поцелуйчики, обнимашечки. А у вас модер сколько стоит? Нисколько. Просто вот, которые модераторы, они давным-давно сидят. Вот. Очень давно. С самого начала, когда еще с телефона стримил. Ну, модераторов хватает, потому что, ну, видишь, у меня народу толком нет. Народ. Заходит, уходит, уходит, заходит. Такого онлайна нету, чтобы там, я не знаю, там 100, 200, 300 человек сидело. Такого нет. Самое больше у меня 20, что ли, сидело. А, нет, 40 сидело, да. Вот. Чё, Тёма? Чё завтра, варить чё будем, что ли? Чё он мне сказал? Все, завтра на работу.
А что варить будем? Дешевые оградки или что? Что, металл пришел, что ли? А? Та-ра-та-ра-та-та-та. Миш, потом мне в WhatsApp напиши полностью свой адрес. Зачем? Настя. Это зачем еще мне надо? Тебе это надо? На заказ, наверное, завтра придет вроде бы. На заказ что на заказ? Оградки варить, что ли, или что? Какие-нибудь опять финтиперсовые, да, с верченой трубы. А кто завтра? Я, Макс будет, да, тоже варить что-нибудь. Ну, короче, ладно, завтра что тут сейчас разговаривать про работу. На работе поговорим. Я ее ни разу не пел, но сейчас спою. Это вроде бы «Фактор 2», да. Погнали. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувшая по щеке твоей, упала. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорей сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Я не могу, мать, там на подтанцовке. Ну, хорошая песня, группа «Фактор». Когда у меня будет компьютер, сколько можно будет песен спеть, просто под минус. Сколько, да, Настюш, сколько вот ребят тут заказывают песню, спой эту. Ну, я ее слышал там. А не могу ее спеть. Саш, здравствуй, дорогой, здравствуй, здравствуй, Александр.
Настя еще тут сидит, самая-самая, которая. Вкусные варенички, сладко-кислые. А у меня мать плов готовит. Самое-самое, Настя. Ну, скажи что-нибудь. Я же знаю, ты ж хочешь, чтобы я тебе спел песню «Обнуляй», правда? Уж заходишь что-то, вот в последнее время заходишь, обнуляй, там, напишешь, я начинаю тебе петь, ты уходишь. Ну как так, ёкарный бабай, как же так? Здравствуйте, Александр. Тарам-пам-парам-пам-пам-парам. Че, петь? Обнуляй. Я ее пел, но тебя-то не было. Сейчас спою. А? Мать за тебя уже, походу, ответила. Сейчас мы дождемся ответа, Алекс. Ой. Спой, Светик, да, не стыдись. Че ты, Саш, как у тебя дела? Нормально все, я надеюсь?
было до меня обнуляй, жизнь в море, ща поныряй. Только ты давай мне доверяй, и мы телепортим с тобою прямо в рай. Ты так окупьется в моей груди, и я улетаю. Вот такой вот мой тупой припев о любви тебе. Жопа, эти вареники кислые, вроде сахар вложила. Молодец. Крутяк, спасибо. Да мне же не жалко, Настя, мне не трудно спеть. Вот. Крутяк? Да какой крутяк, господи. Ну. Две Насти, короче, осталось тут, походу. Да нет, кто-то сидит просто слушает. Саша, наверное, по-любому. Артем. Это тебе песня самая-самая. Ну да, она постоянно заходит. В принципе, мои песни все, вот кому... Они всем, но вот... Просто я говорю, вот заходит человек, я уже знаю, какую песню там ему надо, как бы, ну, любит в моем исполнении, что ли, вот так называть. А так-то я все песни пою всем абсолютно. И не только ей, да, и не только ей, и еще одна Настя. Да, я люблю ее песенку, да. Ну да, у тебя там в профиле даже, да, в залке написано, что песня эта. Вот прикольно, 3 аккорда и... Ну вот это коронная, да, вот это вот. Было, сейчас нет. А, сейчас нет. Настюш, помнишь, как когда у меня 6-й струны не было? Я вот тут ее... Где она? А. Вот тут я ее брал, короче. Я помню. Блин. Настен. О! Боже ж ты мой, 3-я Настя. Вы чё, девчонки? 3 Насти, Саш. Обалдеть. Это ничего себе. Вы чё? Да, Настя атакует. Не, ну а чё, в принципе. Это ничего себе. Пошла я к Люблюшечке. Всем хорошего вечера. Загадывай желание. Да, по-любому не сбудется. Вы далеко. Малина, супер, да. К Люблюшечке. Всем хорошего. Куда пошла? Что-то я не понял. Ну ладно, Настюш, спасибо, что заходишь. Да. О, 1,5 часа уже. Че до 2 часов догоним, да и хватит. Ну да. Спой песенку. Какую? Настена моя. Какую тебе песенку спеть? Ну-ка напиши. Кто это тут? Люди тут, люди сидят. Да. Девчонки тут, мальчишки.
Рамс... А я думаю, роботы. Какие роботы? Ты что? У меня нет роботов. Рамштайн точно не споешь. Na Kinderschar, ich ziehe auf an Wasserhahn. Na, die nasse Kette. Mutter, Mutter. Надо все-таки слова, короче, выучить. Есть же транскрипция вот этой песни просто вот по-немецки, русскими буквами. Вот этот Kinderschar, ich ziehe auf an Wasserhahn. Что-то такое, короче. Про девчонок. Господи, что ж там про девчонок ты можешь спеть? Малолетние надо на тусовку собрались, мнутся на ногах костлявых, все изрядно нажрались. В угол бросили тетрадки, было к полночи у них 2 дешевых шоколадки, 5 бутылок на троих. У подруг заняли шмоток и напудрили носы. Одна из них надела даже чистые трусы. А на центре иномарки тут идет вечерний съем, и подружки завалились прямо в тачку все втроем. И поехали кататься, неизвестно даже с кем. Девкам главное догнаться, остальное без проблем. Где-то в загородной бане телки водку будут жрать, на столе стуча ногами для танцы для братвы плясать. Вот такая вот прогулка, что-то там с ветерком, а к утру косяк навал.
скучно. Ну, веселая же песня, ну, про девчонок легкого поведения. Ну, человечек, ты с какого города? С какого города? Я с Саратовской области, Россия. Вот. Да. Не, скучно. Другую. Другую, ну, блин, другую. Сейчас поем какую-нибудь другую. Человчук спросил. Вот Человчук, кого ты спросил, я не понял. А, у человечка, который, я понял, да. А мне жалко было вчера 700 рублей, думаю, нет, не жалко. Че жалко-то? Мы должны помогать друг другу, понимаешь? Даже тебе писал вчера. Добрые поступки, они возвращаются бумерангом. Так же, как и злые. Мерген, дружище, я думал, ты у меня спрашиваешь, а ты у человека. Я понял, да. Че там, Настя? Где Настя? Что-то Настя все разбежались, походу. Ну, самая-самая ушла. Настюшка. Лилюк где, не знаю. Вот, спой, говорит, песню веселую. Спой мою песенку «Карие глаза». Карие глаза, Настя сейчас спою, я ее буду... Тут я вяжу и слушаю, обалдеть. Карие глаза. Только я буду в тональности, это, ну, голосом низко буду. О, Катя сидит. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя.
песенка. О, Тёма, да еще ж тут Тёма сидит точно. Маме привет. Передам. Я не помню в другой тональности сейчас с ми начинать. Это до. Ну-ка. Вспомнил я в другой тональности. Вот в другой я могу припев вытянуть. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Может, и боем? Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Иначе прикольно. А можно вообще этим, да? Ну-ка. Не-не-не. Твои карие глаза, Не. твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить. Да что, прикольно, надо заморочиться будет. Ну ладно, это все шутки шутки. Настюш, я видел березу, я видел ты. Вот аппаратура когда-нибудь у меня будет нормальная, и я буду, ну так, чтобы, короче, так вот там, чтобы вот так все сотрясалось. Настя, ты тут? Настя. Настюша. Че, убегали, что ли, все? Испугались? Ну чё, реально, чё, убежали все, что ли? А, да, ну все, сейчас березу будем пить. Сейчас споем. Я вижу, я же читаю чат, поэтому иногда и путаюсь. Особенно, когда много народа вообще, глаза разбегаются. Далеко за речкой рос
рос кудрявый клен. Белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, Не надо плакать, ты чё? он березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Она игриво шелестит листвой. У меня есть милый ветер полевой. И от слов от этих серый клен дрожал. Лишь березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. И однажды это ветер услыхал. Страшной злою силой он на клен напал. И в неравной схватке пал кудрявый клен. Только было слышно через слабый стон. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Далеко за речкой рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Такая песенка, да. Грустная, правда, ну, грустная. Пробиться может, слезы может пробиться отсюда. Ну да, грустная песня. Ой, нифига себе. Подбираю. Обалдеть. Хорошая песня, Настюш, да. Вот. Так, согласен. Значит, пойду я, наверное, дымну. Что, нас мало, но мы в тельняшках остались самые стойкие, самые преданные. Ну а что, без 10, как 2 часа уже стрим идет. Я не знаю, до двух, наверное, добьем. Вот. Ну и хватит. Что, народу что-то маловато. Либо все притаились, я не знаю. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, как дальше карта ляжет. Так, значит, это мы пели. Нет, вы это смотрели, точнее. Угу. А, вот это вообще прям, да. Курим и спать. Да ну, Саш, какой спать? Ты что, хоть мне завтра на работу, но все равно.
Саша, а ты вчера до последнего был, да? У меня 5 часов с лишним стрим шел. Обалдеть. Так, ладно, все. Смотрите, я пойду домой. Задушит Сабда, хорошая песня. Юра, здравствуй, еще раз вернулся, да? Может, уже ушел человек, не знаю. Вот, спасибо за песню. Ну да, я пою там на канале моем очень много таких песен. Вот, кому интересно будет, полазите, посмотрите, оцените. Вот. Да, Саш, тебе спасибо за то, что вместо вот этого заднего плана
дал мне идею во время перекуров, чтобы звучали песни. Тут я тут. Я вижу, Юр, вижу. Теперь вижу, что ты тут. Это хорошо, на самом деле. Что ребята все-таки заходят. Кто-то заходит, да. Вот так вот. Тара-тара-тара-тара-тара-та. Ой. Час 55 уже, стрим идет. А давайте я вам армейскую спою. 90 суток. Знаете такую песню? 90 суток. Вновь зовет ребят дорога до родимого порога. 90 суток впереди. Ни цветов, ни хлеба с солью, их сердца наполнят болью. Дикий танец трассеров в ночи. Мины, свист, подрыв фугаса, труп сгоревшего КамАЗа. И за бандой рейдом по горам выше будут только звезды, орлами свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. Выше будут только звезды, орлами свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. А во сне между боями та любимая с кудрями, что слезу роняла на плечо. Джип Чироки и квартира, а в реальности могила, свежая у друга твоего. Джип Чироки и квартира, а в реальности могила, свежая у друга твоего. Над морями, над лесами, над высокими горами кто-то верно верит, любит, ждет, что разлука ненадолго, да по исполнению долга обязательно домой придет. Что разлука ненадолго, группа исполнению долга обязательно домой придет. Стелет скатертью дорога, мы уже пьяны немного. 90 суток позади. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны. Такая грустная песня, 90 суток называется. Тихо. Вот так, да.
Все, походу, все разбежались. Мельницу. Че, она тебе тоже нравится, что ли, Настюш? Давай споем мельницу. Чё? Даже выдохнуть не дают, ну. Ты мне сказал, что мы не пара, слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиной языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом мне поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Еще раз. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Артем, здорово тебе, дружище, здорово. Расширяй репертуар. В смысле расширять репертуар? В смысле, Саша, расширять репертуар? Вот.
понял, не совсем понял, расширять как репертуар. Тем, как тебе вот эта вот песня, смотри, если в такой обработке твои карие глаза, нормально же, да, вот ты знаешь ты эту песню? Ну что люди заказывают и поют. Да будет у меня компьютер, буду под минус петь все эти песни, ну. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Нормально? Здорово, Ярик, здорово, здорово, дружище, здорово. Или в траве сидел кузнечик. Сидел кузнечик, совсем как огуречек, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, не, представьте себе, представьте себе. Короче, это баловство. Выключи эту желтую мене кнопочки. Желтая мене тюльпана, мене очень мене надо песенка мене. Расширять. Да можно было бы расшириться, там минусов, там столько минусов на сайте, у меня есть там сайт, там минусов ужас сколько. Но, блин, я же повторяю, сейчас если я включу минус, то все, у меня все зависнет. И будет отставание минуту. Представляете? Над речной волной говорили мы о любви с тобой. Опустил тот клен, в поле бродит мгла, а любовь как сон не стороной прошла.
любовь как сон. Блин, вот вы хотел бы... Очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль, журавли косят четырем ветрам, грусть, печаль раздам. И вернется вновь, не вернется вновь. Короче, ладно, Миша, я пойду отдыхать, что-то мне не есть хорошо. Ладно, Настюш, давай, иди отдыхай, да. Вот. Беги. Беги. Все, подобрал я ее, да. Ну чё, ребятки, да, закругляться надо, чё. Посидели немножечко. Да. Пока. Пока. Ну беги, конечно, спи, я ж не принуждаю вас сидеть до конца, ты что? Спать пора, конечно, беги, ну, отдыхай. Вот давайте, вы говорите, песен надо расширять. Да я половину еще из тетрадки даже не спел. Время за полночь, и мне осталось 3 пути. Не один ли бес, куда ступать, зачем идти? Опустились руки, поднялись корни, монету на удачу, руку черт не дерни. Первая дорога, сидеть, ждать смирно, быть каменно спокойным, быть абсолютно мирным. Только ветер знает, сколько нужно силы, чтобы не слететь с катушек и ждать судьбы красивой. Второй выбор
быть всем всегда, Такая песня хорошая, да, прикольная. Люмин, три пути называется. Хулиган, здравствуй, здравствуй, дорогой. Про журавлей спой, пожалуйста. Кого? Песню, которую ты танцевала под нее. Спой ее, пожалуйста. Какую? Про журавлей, что ли, что-то такое песня? А, про журавлей, точно. Я сегодня первый раз, кстати, на Да, стриму сынок, пил. очень извини. Пил. Так, а где она у меня? Да, прям прекрасно. Хулиган, да все уже, все разбежались, ребята. Ну. Спой ее, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Улетали журавли на юг, от земли, от холодных вьюг. Увезли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувши по щеке твоей, упала. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорей сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ой, yes, да, ой, yes, все. А вот так вот. Все ушли, что ли? Ну да, походу все ушли. Ну что, посидели. Ребят, 3-й час стрим идет. Это о чем ушел? Который до конца говорить. Ушел. Да я откуда знаешь, не вижу, сколько сидит людей. Может, сейчас 20 человек сидит. Откуда? Я не вижу. Все, иди. Бегай. Так, ну шо? Ой, пора прощаться, походу, да. Ну, а чего я? 2 человека. 0. 0 человек. Все разбежались. Пойду дымну и потом уже это самое. Будем заканчивать стрим. Да, сегодня что-то вообще. Так, бандитский Петербург мы смотрели. Ага, жуть, нет, это не надо, какой-то нафиг танкист. Вот так. Открыть. Окей. Пока, Миша. Давай, дружище, давай. Если не подписан, если хочешь, подписывайся на канал. Ну, если хочешь, конечно. Вот. Я еще пока посижу там, что, 2:20, ну, еще минут 10, может, больше, как люди. Вдруг сейчас вот, как вчера, 3 часа прошло, уже хотел закрывать, опять пошли люди. 5 часов с лишним сидел. Так. Не так, не стоять вот так. Значит, здесь мы вот так и вот так.
Очень веселая песня, старая, но веселенькая песня. Я думаю, мне кажется, ее многие знают. Давайте попробуем спеть. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. А ей нужен танкист в шлеме и галифе. А ей нужен танкист, касаясь сажен в плече. И что вы думаете, она мне сказала? Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Вот так. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. Я 3 ночи не спал, кругом шла голова, а в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Здорово, пан, здоровайте. Да чё ты сегодня вообще? Не, ну как, 24 там лайка. Вот. Не знаю, ты тут или уже ушел, не знаю. Вот. Как-то так. «25». А, пан, наверное, поставил 25-й. Саша, ты вернулся? Обалдеть. 26. Чё, серьезно? Обалдеть. 26 лайков. Чё сегодня пели? Да чё пели? Все то же самое пели. Вот. Ну вот. Миша отдыхал сегодня. Таврический. Что-то у нас, походу, на улице похолодало, да, мам? Да. Похолодало.
Питер. Чё там? Где твоя шайка-то шальная, пан? Чё-то вообще не знаю. А, вам же чат починили, точно. Да, я забыл, то вчера писал. Бывайте, товарищи. Давай, пан. Спасибо, что зашел. Рано еще, а мы спать. Да я не спать. Чё? Ну а чё, Саш, видишь, никого нет. Все, ну посидели ребята, да, ну, считай, 2,5 часа. Конечно. Кто столько осилит-то? Пока. Пока. Зачем видно? Рейзен Дже, привет, здорово, здорово, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рад приветствовать вас на моем канале. Да так, потихонечку песни поем под гитару. Еще будешь играть? А есть желание послушать? Можно, в принципе, что-нибудь спеть. Если есть желание послушать, ну, что-нибудь можно еще спеть. Почему бы нет? Вашу игру на гитаре. А, вон оно что, как. Спасибо за подписку, спасибо. Давайте песенку споем. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. Ты стоишь перед камином, я пришел к тебе с повинной под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем. Как пляшет пламя на поленьях, как держишь книгу на коленях, как перед глазами стою я.
Кто-то растоптал мою любовь. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. 666 подписчиков. Да ты не переживай, Рейзен ГГ, не знаю твоего имени. Завтра YouTube подпишет, либо сами ребята отпишутся, не знаю. Красава, спасибо за оценку моего пения. Амурчи, ты опять пришла, да? Молодец, спасибо. Браво, потрясающий, красава. Ну так, среднячок, пою как умею, да. Что за колонки? И у меня гитарный комбик Бортон Аудио. Вот. Гитара электро. Вот. Сколько уже играешь на гитаре? Давно. С детства. Я не заморачиваюсь, понимаешь, я не заморачиваюсь там что-то соляру какую-то там, либо что очень трудные песни. Зачем? Я вот пою то, что мне по душе. А как песня называется? Я даже не знаю, как она называется, мне ее подогнали здесь, на стриме. Вот, набери, говорит, на ютубе Кап-Кап, вот, и найдешь ее. Вот. Я ее нашел, слова списал. Офигенная песня, да. Посоветуешь акустику до 10 тысяч рублей. Знаешь, дружище, я не профессиональный, я днем работаю, вечером так вот пою песенки до 10 тысяч. Блин. Ну если тебе как, вот, просто побрынчать там, ну бери китайку какую-нибудь, я не знаю. Лучше не китайку какую-нибудь там, ну заморочься, накопи там себе, там, 1000 за 10 возьми какую-нибудь. Вот. Хотя и китайские попадаются нормальные. Вот. Для души гитара. Для души она, знаешь, сколько будет стоить? Вот Yamaha C40 у меня была, мне там друг один давал. Yamaha C40, она что-то 15 что ли стоит. Вот. Ты один живешь. Мать со мной, да, вот, как бы. Жена была там, сейчас вот сын средний гостит у меня, на лето приехал. Вот так вот. Такие дела. Нет, соседи после 11 нельзя петь, как бы. Вот сейчас 21-24. Соседи могут, да. Сейчас, секунду. А вот. Владик, иди открой дверь. Здорово. Вот так вот, короче. Соседи после 11 я не пою, не хочу с ними ругаться. А был бы частный дом, можно было бы там и всю ночь. Да, ночка души. Ну ладно, я не требую, дружище. Вот. Как бы, если есть какие-то финансы, я не отказываюсь. Вот. Поскольку завтра стримишь. Ну смотри, по Москве это будет 6:30. Да, начало. У меня будет 7:30, а это будет 6:30. Вот. Но если ты подписан, тебе должно оповещение приходить. Вот. Хотя сейчас YouTube что-то мудрит, отписывает сам людей друг от друга. Вот. Что там еще? Минуты снимает. Мама, дверь закрой, мам! Постоянно забываешь. Так что где-то 6:30. Ну, если... У меня не меняется, в принципе. 6:30, максимум в 7. Это по Москве. Вечера. Вот. Я после работы прихожу и
5 минут назад. Вот представь, уведомление пришло 5 минут назад, а стрим идет, считай, 2,5 часа прошло, вот только пришло уведомление. Что-то YouTube мудрит, я не знаю. Обалдеть. Так вот. А так, конечно, знаешь, я и не отказываюсь. Только на ютубе стрим. Что у меня компьютер же слабый. Я бы мог бы и на твиче, конечно. Вот. Но вот пока приходится только на ютубе. Потому что компьютер у меня слабенький. Я пробовал с Twitch скачал, он меня не устанавливает. Там, короче, у меня 32-разрядный компьютер. И что-то я YouTube скачал, OBS-ку вот эту включил. Начал стрим, у меня все зависло, вообще все. Он слабый, понимаешь? Так что вот так. ВК тоже запускать. Да ты чё, дружище, у меня, я тебе говорю, у меня и на ютубе, вот. У меня на ютубе, блин, это самое, как ее... Кое-как. ВК тоже запускаю. Ну, поделиться же можно трансляцией, если тебе не в тягость. Я не знаю, поделиться каналом там можно, да. Зерновка зашел, Андрюша. А я ему ж писал в тот раз. Прям в прямом эфире. Когда ты, говорю, Андрюша, зайдешь ко мне. Да. Да нет, он на Твиче, потому что там тут раз, вот последнее видео, что ли, у него было. Не последнее, он там начинающему стримеру, там он это самое, помог что-то. Я как посмотрел на этого начинающего стримера, у него там, я не знаю, комп какой. Это жди, может, и заскочит. Не без толку, ты что? Вот. А в тот раз я, да, ему донат скинул. 150 рублей, прям в прямом эфире. Ты пишу, Андрей, ну ты когда зайдешь ко мне, если гитару любишь? Вот. И ребятки заскочили, несколько человек. Они думали, что много народа зайдет, потому что он прочитал. Прям прочитал в прямом эфире. И ребята забежали. И кто от Зерновки? Человек 5, наверное, забежало. Ну и, считай, все убежали. Вот. А так, дружище, скажи имя свое. Вот. Там, я не знаю, если интересно, там. Ну он не заходил. Нет, он сам не заходил. Он просто так, Михаил Пугачев, там, туды-сюды. А у него, видишь, когда на донате пишешь, нельзя именно вот прям текстом написать, заходите на мой канал, там, кто хочет. Оно не пропускает сообщение, оно как-то там по-другому. Но люди поняли, что я, главное, написал, что Михаил Пугачев, там, туды-сюды. И в конце сообщения Михаил Пугачев написал. Вот. И вот я перебил, ну, в смысле, не договорил. И в этот раз вот я написал ему там комментарий, говорю, к этому видео, говорю, где ты таких находишь начинающих стримеров? Какие начинающие стримеры? У него там, я не знаю, вебка сколько стоит, и компьютер сколько стоит. Где ты таких начинающих стримеров-то находишь? Я говорю, каждый день по 4, по 5 часов вот стримлю. Ни хера. Ну, не актуально, видать, сейчас вот это вот гитарное живое пение, наверное. Вот. Актуально что, игры? Не в почете, наверное, гитара. Печально, конечно. Там начинающие стримеры и мажорики. У Андрюши на Зерновке. Этого они как Петровича подняли, да? Пацана. Да, меня кто-то поднял. Я в шоке был, я смотрел. Гитару обожаю. Как имя твое, скажи мне, я тебя по имени хоть буду называть. А то что по никнейму как-то Рейзон, ЖЖ, как? Смысл? А насчет доната, дружище, не беспокойся. Ну, будут деньги, я не отказываюсь. Пожалуйста, донатьте, хоть 1 000 000. Вот. Но если нет доната, ну, копил на микрофон. Ну, недавно вышел видосик с пацаном, копил на микрофон. Ну, Петрович, ты про этого парнишку?
который там, ой, сколько ему там надудонили вообще за стрим. Там я на стриму был. Вот. Это, наверное, да, вот это про микрофон, да, вот мы с тобой, наверное, об одном видео говорим. Конечно, охота, чтобы такие люди забежали. Естественно. Кому не охота? Вот. Так, сейчас, секунду, подожди. Владик, дай-ка мне телефон. Телефон. У дяди Славы начался стрим. Найди его. Ты скажи свое имя, дружище, скажи свое имя. Ты говоришь, у тебя группа много. Не, ну если не трудно. Там же можно как-то... Камиль. С чего ты взял, что у нас стрим начался? Стрим начался. Нет. А чё? Нету. Нету? Мне только сейчас смс-ка пришла, что либо это самое. Да, расскажу. Ну да, там в группах поделись, там, если не трудно, Камиль, конечно. Я не настаиваю. Вот. Просто можно же поделиться. Не то, что трансляция, а канал. Сам знаешь, да, на канал заходишь, там наверху справа 3 точки. Поделиться. Ссылку копируешь и кидаешь. Вот. Не, ну если там у тебя ребята такие, знаешь, каких-нибудь, извини за выражение, сопляков, которые, сыграй мне там что-то. Вот. Сейчас посмотрим, заскочу через минутку. Давай, я пока тут. Да, давай. Ой. Да, че мучиться, если не получается ни хера. Да что ты? Шо, я здесь. Молодец.
Молодец. Ну, да нету никого уже, что, нет, вообще никого нет. Парнишка Камиль зашел. Вот сейчас ребят обещал там подтянуть, не знаю. Вот. Ты и так уже, ну смотри, сколько уже, почти 3 часа. Ну. Смотри, сейчас если Камиль придет, ты скажи ему, что я просто пошел курить. Вот. Спать иди. В смысле спать, Настюш? Какой спать? Ты чё? Не с кем. Спать иди. И чё это меня отправляешь? Пошли. Пойдем. Сейчас я вернусь. Не заживающие спать. Спать. Пошли. Пошли. Давай телепортатор включай. Я телепорт. Так, значит, сейчас я вернусь, ребята. Сейчас я вернусь. Так, какой-то нафиг танкист у нас, значит, было. Круто спели дуэтом. Вот это вот сейчас я открою вам. Посмотрите. А я пока покурю. Ой, как же парнишка-то был. Вот. Сейчас он вернется, должен. Я сейчас вернусь, господа. Фу, еб, чё несу?
Камиль ушел уже. Блин. Ну ладно. Пара-пам-парам-парам-пам-парам. Настюш, ты тут, ты узнала, кто это? Что это за девушка была? Понятно. Ясно, что с тобой. Миш, пойдем кушать. Я походу одна. Одна. Это Маша Каменских. Машенька. Вот. Мария Каменских. Ну, в Зелке-то Маша сидела. Маруська. Маруся. Не знаешь. Ау. Прикинь, сейчас вот этому Камилю, он подписался на меня вчера. Ему только сейчас, ну как вот было 2,5 часа, вот ему пришло, спустя 2,5 часа ему пришло оповещение, что я начал стрим. Ты представляешь, что YouTube творит? Ужас какой-то. Был бы компьютер мощнее, можно было на Твиче начать стримить, да. У тебя давление упало, боже ж ты мой. Вот что такое? А что с тобой творится? А скорую вызови. Что, вызови скорую. Вколят тебе что-нибудь. Кофе попей. Да уж. От жары. От жары. Ясно. Ну ладно, что, иди отдыхай тогда, что, я сейчас тоже все заканчиваю. Да сейчас должно пройти. Я понял. Так, что они там лаются? Сейчас, подожди, Настюш. Лается что-то мать с сыном. Зачем тебе? Я не понял мой адрес. Настюш. Надо мне, не скажу. Ясно. Че, до 3 сейчас посидим? Давай какую-то песенку тебе, какую спеть? Я спою, так, у меня что, 20:45? Можно еще что-нибудь спеть и все. И хватит. Че спеть-то? Любую. Любую. Забери меня. Да давай, чё, забери меня. Этот день сгорел дотла, пеплом падает листва, и ночь зажгла
огни в столице. Страстно небу отдаюсь и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро без дна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой, и без любви, и без ответов. Забери меня, 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 забери меня. Чё ты там? Смайлики какие-то грустные. Ты чё, смеешься? Не надо, не надо. Не надо слез. Вот. Никаких. Мама, там Владик чайник поставил. Погляди, пожалуйста. Все, 4-й час начался. Все, Настюш, иди отдыхай. Я тоже пошел, короче. Вот. Ой, попозже я тебе скину адрес свой полностью. Вот. Зачем, не знаю. Вот. О, кто-то еще пришел. Ну, кто там еще может? Не знаю. Кто-то еще пришел. Давай посидим 5 минут. Как вчера. Ну, вчера кто там, Витя был, Поцик с России. Вот, я говорю, ну и чё, я это самое там, все уже, короче. Наверное, уже хватит. Не, говорит, я говорю, я могу, конечно, с вами поговорить. Вот. Я же сказал, надо, значит, ну я понял, Насюш. И все, я с ним 5 часов разговаривал. Потом узнаешь. Обалдеть. Ладно, я понял. Ну, потом узнаю, значит, узнаю, да. Ты вчера одному человеку 700 рублей задонил. Ну да, Ванек, здорово, тебе стендов 2. Мы люди, мы должны помогать друг другу, Ванек, понимаешь? Все в нашей жизни ворачивается бумерангом. Вот. Как хорошие поступки, так и плохие. Почему бы мальчишке не помочь? Господи, я его слушал, эту радость вообще, ну прям...
Ну. Эрик. Эрик. Эрик, здорово тебе, дружище. Матерь Божия. Это с той... Настюша, это с той шайки. Вот. Эрик. Вы чё пропали-то? Я не понял. У вас что там, чат починили, да, походу? Пан говорит, что у вас там чат починили, все, короче. Вот, так, вот как только собираешься уходить, они идут. Но это разве плохо? Я тебе вчера говорю, Настюша, я вчера так хотел уйти. Вот. Вы чё, банда? Где ваша вся банда? Пан вот заходит и говорит, что так и так. Нам чат починили, короче. И вы теперь там тусуетесь. Вы хоть изредка заглядываете. Время вы знаете, когда я стримлю. Ванек стендов. Вот. Вань, ну а ты что на меня подписан, Вань? Если нравится гитара, что, подписывайся на мой канал. Живая гитара, живое пение, я голосом пою. Вот. Ну, включаю записи тоже, когда на перекур ухожу. Нет, парнишка, наверное, ушел уже. Че Эрик там? Эрик! Или может он там пишет что-нибудь, может сейчас своих как позовет и будем до утра тут сидеть. Миха, все взяли тайм-аут, типа твои редакторы наехали на нашу банду. В смысле? Кто наехал на кого? Какие редакторы? Не понял, ну-ка объясни. Сейчас хрен я уйду, пока этого не разъясню. Даже подвинусь. Никто ни на кого не наезжал. Кто на кого наезжал, Эрик? Ты чё? Я всегда рад вам. Настя рада, Сережка рад. Вот. Екатерина, ну она модератор, но она как бы и ни разу не модерировала. Она просто заходит, там у нее свои дела. Вы чё, ребят? Вы смеетесь, что ли? Я всегда вам рад. А, у вас там терки какие-то были, и чё? Мы же шутили, и потом это самое. Помирились же, Алиса с Настей, что они помирились. Убери модеров. В смысле убрать модеров? Знаешь, вот бывает, залетает некоторые личности, и надо их это самое, блокировать, либо там рот им закрывать. В смысле убрать модеров? Ты чё, братан? Все нормально, вы чё, гоните, что ли? Приходите всей толпой. Настя адекватная, Серега тоже. Я и на кого это интересно? Я тоже чуть не могу понять. Эрик, да ты чё, братиш? Все нормально, никаких терок. Были какие-то терки у Насти, Серега и что-то с Алиской там. Но это все на шутниках. Вот. Ты видишь, я новую камеру себе приобрел. Вебку. Вот так вот. Теперь ярче стало видно. Сука, только морщины все видно. Вот эти. И мешки под глазами. Привет всем. О, Артем, Виктория, Томас. Тёма, здорово, дружище. Чё, наверное, только сейчас, наверное, только оповещение пришло, да? Что я начал стрим. Хотя он идет уже 4-й час. Спой журавли вот эти. Мам, хватит уже петь, уже время без 5:10. Сейчас прибежит. Да никто не привезет, он чуть живой. В смысле чуть живой? Что, он запил опять? Ну запил и чё? Сейчас начнет. Давай эту спой, давай ту спой. Да ну он пошел домой. Какой домой? Где? Домой пошел. А где он был? Да спал на скамейке у Зернова. Ой, я только зашел в YouTube. А, Тём, я понял тебя. Только зашел в YouTube. А тут сейчас паренек был. А ругается не по делу. Да ну, Эрик, ну блин. Это такой же позитив, как и я знаю. Да вы что, вы из-за этого сюда не заходите, серьезно? Пан же в вашей компании. Спой Петлюру, плиз. Какую песню тебе, Эрик, спеть? Скажи, я спою. Специально для тебя, да. И для Артема спою. Давай, говори. Вы что, вы не гоните завтра, чтобы все были тут? Вот в натуре, правда.
Вообще вот нормально. Да, Настя? Кто-то с кем-то ругался. Я знаю, Сережку знаю, модератора моего, и Настю, я их очень давно знаю. Они нормальные люди. Эрик, ты чё, братан? Все хорошо. Приходите сюда. А чё ж Пан тогда мне ничего не говорит? Я просто зашел пообщаться. Артем, ну чё, смотри, я сейчас песню спою и хватит, наверное, потому что мне завтра на работу. Время, представь, вот 4-й час стрим идет. Почему, сука, не приходит оповещение, а? Ну почему вот? Эрик, я так скажу, ваши там тоже были неправы, давай всякую чушь нести. Да, главное не ругаться, ребят. Ну и так зла в нашей жизни очень много. Еще ругаться в интернете. Вот. Не знаю, ну обменяйтесь вы номерами, если какие-то уж терки. Как тут было. Саша с Ваней обменялись номерами. Вот Ваня, который мне надонатил на новую камеру. Может. Эрик, Миша, Миша, мне вообще пофиг, я ради тебя прихожу. Да я знаю, Настя. Так что давайте, короче. Не было, чтобы вот этого ничего. Завтра, чтобы все были. Я говорю, я два стрима, я уже говорю, где шайка-то шальная? Я у Пана спрашивал, где ваши там все? Он ничего не говорит, что вы из-за модераторов сюда не заходите. Ну что за бред, ну брось. Ну серьезно. Любимую? В смысле любимую? А, свою любимую петлюровскую или что? Или твоя у тебя какая-то любимая есть? Напиши мне, Эрик. Так что давайте, ребят. Ну это несерьезно, правда. Давай замнем, давай жить дружно. Конечно, конечно. А Настя вообще, Настя, она нормальный человек. Ну закусились девчонки, чё? Сережка что-то там с кем-то. Ну чё, с кем не бывает? Господи. Вот, она уже давно забила. Я тебе серьезно говорю. А чё ж тогда Пан молчал, что вы там не хотите сюда заходить из-за модераторов? Или что такое? Да, Миш, свою любви. Тогда я вот тебе, знаешь, какой спою? Наверное, темную воду я спою. Пойдет такая темная вода, звезды золотые. Да я понял, Эрик, что из Петлюры. Базара нет. Темная вода пойдет? Вот. А я вот, ну, Насте не даст соврать. Кто еще? Вот Артему новенький. Вот. Пой, моя. Дальний мы с тобой видали. Пой, моя гитара, пой, как люблю я голос твой. Дальний мы с тобой видали. Пан ничего не решает. А, Пан ничего не решает. Ну кто-то у вас там решает. Давайте, ребят, вы скажите, что вы... Я вот два стрима, я все вас вспоминаю. Алису, тебя, этого. Ай. Ну как его? Который так, знаешь, с подъебоном разговаривает, пишет. Мортал. Вот, еще кто там из вашей шайки? Я же вам говорю, вы что не понимаете, я каждого человека рад видеть. Всегда. Ладно, погнали. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Я разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы,
я тебя всегда. Да. Артем, да я знаю, что до 11 можно, ну, знаешь, честно сказать, уже подустал. Вот. Не, ну вчера, конечно, да, 5 часов с лишним. 3 часа я пел, и 2 часа мы разговаривали. Это было что-то с чем-то. Вот. Настя ушла, да, Настюш, если ты еще не ушла, да, отдыхай, конечно, отдыхай. Ну, вот так вот. Ой. В ладоши хлоп-хлоп, типа, да. Это от кого? Это Вячеслав какой-то. Эрик, ты что ли? Я не понял. Или кто это? Ребят, спасибо за донат. Что ничего не написали, я не понял. Обалдеть. Или Артем, может быть. Ты офигеть. Спасибо за соточку. Ах, обалдеть. Кто-то, да. Спасибо большое. А, это ты, Эрик. Понятно, Вячеслав. Решил за это, да? А чё ты ничего не написал? Ты написал что-нибудь? Я на каждую сумму поставил, короче. А чё вот этот мужичок там? Ну, рандомно музыку, конечно, выбрал. Вот. Ну да ладно. Спасибо, Эрик. Нет, правда. И ты давай, зови. Ну, сейчас нет, потому что я сейчас спать пойду. Сейчас поем и все. Спать пойду. Надо еще в смыл зайти послушать. Там ребята напели, короче, со мной песни. Много. Да. Так что давайте, никаких там обид, короче, чё. Я два стрима вспоминаю, где там шальная бригада ваша. А пан сказал, что вы починили, короче. Вам починили какой-то там чат, и вы теперь там тусуетесь. Можно еще петлю? А какой песни? Эрик? Или тоже так же на мое усмотрение? Перед сном. Напиши, какую песню, вот. Или просто так же на мое усмотрение. Да, на твое. Слушай, вот это вот далеко за речкой рос кудрявый клен, это же Петлюра поет, да? Белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку свою тонкую. Это же Петлюра вроде бы ее поет, да? А? Чё? Или не Петлюра? Я точно не... Мне кажется, Петлюра ее поет. Ты слышал вообще? Ты понял, про какую песню тебе говорю? Ждем с ответа, ждем. Если нет, если не пойдет такая песня, либо если это не Петлюра, я могу какую-нибудь другую спеть песню. Вот. Давай про девчонку лучше. Так, про девчонку. Блин, ну а что за песня про девчонку? Или зеленые глаза. Давай, короче, зеленые глаза, потому что про девчонку я уж не помню, что там. Да, я понял. Так. Поехали, зеленые глаза. Милые зеленые глаза, правильно? Я думаю, правильно.
где. Я смотрю на звезды в окнах, посмотри на них. Если хочешь даже с неба, ты в Ростове, да. Ну а я в Чечне скучаю, посмотри на них. Посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Может быть и ты, как и я там повстречаешь, ты меня найди. А при встрече мне расскажешь, как меня ждала, как по звездам ты искала, как меня нашла, как от радости рыдала. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя. На. Я надеюсь, это была, Эрик. Милый зеленый. Может, еще какие-нибудь милые зеленые глаза есть, я не знаю. Да, пан, вернулся. Петлюру знаю все, немногие песни по что-то, ну, короче, так. Как-то так. Да, у Петлюры самое что интересно, у него такие все проникновенные песни. Да, вот, проникновенные. И там, что их петь-то? 3 аккорда, 4, ну 5. Что, все убежали? Походу, да. Красава. Так что давайте, ребят, завтра заходите, как обычно, 6:30. По Москве 6:30. И Артем убег. Да, все ушли, походу. Пей, моряк, пей до дна. Ладно, все, ребятки. До завтра. Спасибо, что зашли, заходите. Давайте там со своей шальной бригадой завтра. Ну, не чтоб были, ну, желательно, чтобы вы пришли. Давайте, пацаны, все, удачи. Я пошел поем и спать, короче. Мне завтра на работу. Давайте. Так что там что-то, какие-то терки между модераторами, это все херня, на самом деле. Не, Эрик, все, я устал, ну, серьезно. Ну, 4-й час стрим, братан. Давай завтра заходи, будем петь. Вот, не в обиду, хорошо? Я надеюсь, ты понимаешь, ну, серьезно. Это же не под минус петь, это у меня пальцы, сейчас можно гвоздями забивать вот этими вот подушечками пальцев. Ладно, Эрик, не в огорчении. Я надеюсь, ты понимаешь, что уже, ну, действительно, и голос, и уже и тело все устало. Вот. Эрик. Завтра споем, братиш. Не вопрос вообще. Спокойно тогда. Давайте.
Ребятки, удачи всем. Спасибо, что заходите ко мне на стрим. Завтра жду всех, короче, вашу бригаду там. Фидерзейн. О, мать там, о Фидерзейн говорит. Я в шоке. Все, ребята, завтра, как обычно, днем песни, а вечером стрим. Всем удачи, всем